Некоторые думают, что Азербайджан – это страна, где едят только мясо. Нет, это далеко не так. В Азербайджане едят очень много овощей, очень много зелени. Вы бы знали, сколько молочных продуктов едят в Азербайджане. Но еще Азербайджан можно назвать страной сладостей. Потому что здесь, в Азербайджане, кондитерское искусство развито очень сильно. Здесь, в Азербайджане, порой готовят сладости, которые невероятно сложно повторить в домашних условиях. Но есть одна сладость, которую, я уверен, каждый из вас будет готовить с удовольствием, потому что готовится она очень просто, а результат просто потрясающий. Нам снова помогает Фарида Ханом. Фарида Ханом, научите нас, пожалуйста, готовить зильвея. Что надо для теста? Zilviyə üçün bizə lazımdır un, kraxmal, qatıq, maya, su, yumurtanın ağı. Başlayalım. Birinci başlayırıq, unla mayanı qarışdırırıq. Bu kuruq mayanı, Quru mayadır. hamısı Hamısını tökürük. neçə qram orada? Bir çay qaşığı. Bir çay qaşığı. Значит, одна чайная ложка сухих дрожжей. Bura əlavə edirik suyu. Su neçədir? Su un aparana qədər nə çox bərk olmalıdır, nə çox duru olmalıdır. Вот снова тот самый ответ, которым обычно отвечают все опытные повара и кондитеры. Сколько мука возьмет? Смотрите, каким должно стать тесто. Мы вам все покажем. Ничего сложного. Постарайтесь добиться такой же густоты теста, как у Фариды Ханум. То есть мука, вода, дрожжи, а тесто должно получиться, ну, чуть гуще, чем на русские блины. Ничего сложного. Bura əlavə edirik qatıq. Катых, простокваша. Я не знаю, можно ли заменить ее столь популярным в России кефиром, но лучше все-таки взять простоквашу, либо йогурт, обычный йогурт, без добавления кусочков фруктов. Но посмотрите, это же натуральный продукт, поэтому здесь он и комочками, и, может быть, выглядит как-то слегка жидковатым. Ну, в общем, вот такой, как есть. Можно попытаться развести слегка молоком, если он слишком кислый. Buyurun. Yumurtanın ağını əlavə edirik. Вот этот прием я не встречал ни в одной кухне, когда яичный белок вливают непосредственно в кислое молоко. И теперь крахмал. İndi kraxmal əlavə edirik. Крахмал neçə грамм? 500 qram. Полкило крахмала. На полкило йогурта, либо вот катык, то, что мы называем. И 10, он дана йогурта, 5 yumurta ağı. и белки от 5 куриных яиц. Sonra əlavə edirik bunun ikisini bir yerə. Смешиваем. Aha. Вот мне удивительно, а почему сразу нельзя было смешать крахмал, муку, дрожжи, воду, вот этот катык, белок? Но вот над этим еще предстоит подумать, почему именно так? В народной кухне никаких случайностей не бывает, потому что народные рецепты создаются десятками поколений, веками вырабатываются, шлифуются и получаются безупречными. Bu belə hazırlanandan sonra 12 saat qalmalıdır. 12 saatdan sonra bişirmək lazımdır. Ну что, подождем до завтра. Между прочим, Фарида Ханум сказала мне, что для красоты зильвии, ведь это сладость, она готовится преимущественно для детей, она должна выглядеть очень привлекательно, добавляют немного пищевого красителя, абсолютно безопасного, но непосредственно перед тем, как зильвия будет готовиться. А как она будет готовиться, мы узнаем завтра. Перерыв. Фарида Ханум, ну вот тесто у нас готово. Значит, уже можем начинать жарить зильвия. Я жду не дождусь этого момента. Это волшебный момент. Посмотрите, как все красиво будет. Но меня волнует вот какой вопрос.
обжаривание теста в масле требует точного соблюдения температуры. А как вы из термометра узнаете, правильная температура или нет? Biz belə bunu yoxlayırıq. Yağ yaxşı isinibsə də belə oje bişirmək lazımdır. Yağ yaxşı hazırdır. İsinib. Правильная температура масла? Aha. Хорошо. Видите, тесто вспенилось, всплыло. Тесто заливается в масло тоненькой струйкой, и оно моментально вспухает. Многократно увеличивается в объеме. Все, поплыло. Тесто поплыло. Полюбуйтесь, полюбуйтесь. Красота какая. Но самое главное, самое важное, я считаю, что нам стала понятна суть этого блюда. Очень пористое тесто, которое вскипает, опухает, раздувается, и в нем освобождаются поры. В эти поры проникает холодный сироп. И вот, все готово. Первая зельвия красного цвета готова. Пожалуйста, можно подавать к чаю. Зельвию можно хранить, я думаю, несколько дней спокойно, без проблем. Она не потеряет своих вкусовых качеств. Наоборот, из нее вытечет немного сиропа, и она станет чуть менее приторной. Хотя это же Восток. Ну как на Востоке сладость может быть не сладкой? Как на Востоке еда может быть не калорийной? Как на Востоке кондитеры могут изменить своему сердцу? Нет, такого не случится никогда. Продолжаем, Фарида Хановна. Готово? Готово. Hazır. Ай, молодец. Ай, машаллах. Ай, сало. И вот зельвия готова. Я рад этой сладости, как 5-летний ребенок. Знаете почему? Дело в том, что подобного рода рецепты присутствуют во многих различных кухнях. В испанской кухне, в индийской кухне, даже в афганской кухне. И я предполагал, что данный рецепт полностью утерян. Но нет, оказывается, именно здесь, в Гянже, сохранился очень старый рецепт так называемой зельвии. То, что в Индии называют челябим. Когда я пытался найти такой рецепт в интернете, то меня постигла неудача. В интернете этих рецептов нет. Так что вы, дорогие зрители, сейчас только что увидели первый рецепт настоящей, аутентичной гянжинской зельвии в интернете. Чох салом, Фарида Ханом. Приятного аппетита, дорогие друзья!
Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru.
Ссылка в описании.